Всем привет, дорогие друзья! Хочу сегодня поделиться с вами своими апрельскими стартами. Так как уже заканчивается апрель и все девочки уже все поначинали, но я не буду от них отставать, я тоже начала не слабо, я вам скажу. Перед вами лежат эти наборы, которые я стартанула в этом месяце. И стартанула так с превеликим удовольствием, потому что это отдельное для меня удовольствие начинать наборы. Великое счастье, когда ты что-нибудь купишь новенькое. Ну, а когда начинаешь, это отдельное удовольствие. Ну, не мне вам рассказывать. Те, кто вышивает, все прекрасно меня понимают, о чем я говорю. Ну, и я начну вам показывать. Скорее всего, давайте посмотрим мой Ланарт. Все наборчики я пока уберу, а начнем с Ланарт. Что я навышивала? Вот моя азиатка. И результат по ней. Что же у меня получилось? Вот я начала с лица. В наборе ткань вложена была Линда. Что вам сказать? Линда, я от нее не очень в восторге. Все-таки я больше склонна вышивать на Аиде. Изначально, я, наверное, к ней привыкла. И вот комфортно мне на ней вышивать. Относительно самой ткани, которая вот вложена в наборчик, Линда, ну, сказать, что я от нее вообще в восторге, я не могу, потому что она мне какая-то рыхловатая. Вышивка производится в 2 ниточки, и я себя постоянно контролирую на том, чтобы не затянуть этот крестик лишний раз. Но она настолько нежная, хотя я понимаю, что Ланарт в основном вышивается в 1 ниточку, а здесь в 2. Ну, я не знаю, что вам сказать, не очень я в восторге. Вообще сам процесс мне нравится, все устраивает, но не могу я еще, наверное, приспособиться к самой этой равномерке. Ну, я еще не обладаю таким опытом, чтобы вышивать на равномерке. До этого у меня было там пару дизайнов, то, что я вышивала, но это были другие ткани. По-моему, это была Мурана Лугана. Вот она мне больше понравилась. Линда, ну, не очень. Так, что я вам еще хотела показать. Вот сравните с превью. Вот что должно быть и сколько я навышивала. Здесь у меня результат, наверное, дня 3. Дня 3 я вышивала ее. Процесс затягивает, она легкая, и оторваться от нее тоже невозможно. У нее даже вот есть такие бусинки, я уже попришивала, где мои ножнички, потому что я всегда люблю показывать пальцем. Вот они на сережечках, эти бусинки, уже попробовала, пришила. Ну вот, смотрите, такой вот результат. Моя азиатка. Ниточки в ней очень красивые. Ну, я уже делала обзор на этот наборчик. Ссылочку я вам оставлю, посмотрите. И вот такая вот прелесть получится в результате. Нравится мне, конечно, я в нее влюблена и с удовольствием вышиваю. Ну, может быть, я, конечно, в процессе к этой ткани привыкну. Ну, к ней, мы ко всему привыкаем. Но Линда, наверное, не будет самой моей любимой тканью. Ну, ничего, в принципе, вот такая вот красота. Это то, что касается Ланарт. Сейчас покажу вам еще ниточки. Все-таки их покажу, хоть я уже и показывала. Вышиваю по бумаге, по бумажной схеме, зачеркиваю, немножко вам пошелещу. Вот такие вот ниточки, балдежные цвета, очень красивые.
Я уже жду, не дождусь, когда я с лица перейду на цветы вокруг нее. Здесь присутствует и металлик, и схемка, которую я уже рисую, разукрашиваю вот фломастерами. Вот такая вот схема. Схема крупная, удобная. Все мне нравится. Ну, от ткани я, наверное, привыкну. Вышивается она хорошо. Немножко рыхловатая, но ничего. Я просто в своей любви к китайским наборам, там, где тканюшка такая более твердая, там, где я вот затягиваю хорошо крестики, вот все плотненько получается, то здесь, конечно, у меня все такое нежное по сравнению с китайскими наборами. Да даже с тем же Dimensions, все, кто знает, в Dimensions тоже тканюшка такая дубовенькая. Вот, ну, вот это вот мой первый старт из того, что я вам хочу показать. Это девушка-азиатка. Пойдемте дальше. И еще одна прелесть. Вот такие вот розы. Это розы от фирмы One Room по китайскому наборчику. Сразу прошу прощения, я хочу вам показать и немножко пошелещу. Уже и пользовалась, открывала, но запаяно здесь все, как будто бы первый раз открываю. Вот какая схема. Классная такая, все ясно, видно, понятно, читабельная, шикарная. Вот в результате то, что получится. Розы от парижских вышивальщиц. Все вы прекрасно их знаете. Вот. И то, что у меня уже получается, то, что она вышивалась. Вышивается песня. Просто супер. Ткань я здесь не меняла, вышиваю на родной. 16-й каунт. Ниточки замечательные. Все мне здесь нравится. Вот я уже вышиваю. Здесь у меня все в процессе. Вышивается легко. И каждый цвет, он хватается друг за друга. Видите, вот так вот пошла. И каждый лепесток наматывается. Вот оно все вокруг одним цветом. Я вышиваю одной ниточкой. Пока не закончу, беру потом другую, одной иголочкой. Вот такая вот красота у меня получается. Ну, что это будет, я не знаю. Может, это будет и подушкой, может, это будет картина. Не знаю я еще, что это получится у меня. Я еще подумаю, вышиваю пока то, что есть, в свое удовольствие. А что из этого получится, потом будет видно. Вот такие вот ниточки. Тоже классные все такие цвета. Вот. Они длинные, все как я люблю. Отрезала и пошла вышивать. Класс. Все нравится в этом наборчике. И вот получится вот такая вот красота. Очень мне нравится. Прямо вышиваю эту картину и кайфую. По-другому не могу сказать. Сплошное удовольствие. Вот такие вот цвета у меня уже получаются. Сначала вышивала прямо розы такие горчичного, болотно-горчичного или оливкового цвета. Ну, в общем, все, что хотите, только никак не розовые, да? Но я так понимаю, это, наверное, розы из сорта, как же они называются? Быстро хотела сказать и забыла. Ну ладно. Gloria Day. Вот это она. Вот она мне так очень сильно похожа, что это Gloria Day. Ну, это я так вижу для себя, наверное. Вот такая вот красота. Это второй мой такой вот старт замечательный. И, кстати, этот наборчик ко мне только пришел. Я в тот же день его и начала вышивать.
чтобы он не лежал, не ждал. Я думаю, так процесс быстрее будет двигаться, и у меня уже, может быть, даже в скором времени будет и финиш. Не из запланированного, а так спонтанно. Получила наборчик, купила, получила, сразу раз и начала его вышивать. И супер, и у меня уже пошел процесс. Так, это второй. Третий мой старт. Начала золотое руно. Вот такая вот красота. Это сюжет из картин, из серии «Времена года». «Уголок России» называется. Дизайнер Есенова Индира. И получается размер 32 на 46,4 сантиметра. В этой работе присутствует 42 цвета. И ох, как она мне нравится. Но эту картину, вернее, этот набор мне подарила моя кума еще 10 лет назад. Не меньше, не больше, не меньше 10 лет уже прошло. Он у меня 10 лет отлеживался. Каждый год я о нем думала. И все-таки я к нему наконец-то добралась. И надо же его вышивать. И вот что у меня получилось из моего старта. Вышивать я начала его, девочки, вы не поверите, на руках. Никаких пялец. Все пяльцы у меня в процессе. И я решила вспомнить свои былые времена, когда я это вообще все начинала вышивать на руках. И вышивала все на руках прекрасно, в 2 прокола. Мне нравится то, что в 2 прокола и очень быстро. И вот я стартанула с середины. Хоть и разлинованная канва, но я решила пойти с середины. И это вот где-то вот у меня вот это вот место. И здесь только вот 3 цвета присутствует. Вот такая вот получается красота. Ну, здесь еще вообще ничего не видно. Вообще ничего не видно. И что я здесь вижу? Девочки, вот это я вышивала вечером. Куда я смотрела? Ну, я смотрю, здесь я взяла вообще не ту нитку. Вот у меня лежит несколько процессов. Вытянула не с того вообще места. Это вообще у меня такой первый раз. Вот моя белая нитка. Что она здесь делает, я вообще не понимаю. Это вообще не тот цвет. Боже мой. Вот это я даю. В общем, я уберу эту белую нитку. А так, здесь все, конечно, на месте. Кроме, ну вот это я сама просто диву даюсь. Это значит, вышиваешься до такого состояния, что уже даже цвета не различаешь. Ну, в общем, тоже стартанула я с этим процессом, девочки. Эту белую нитку я уберу. Вот, придется распустить. Покажу вам, какие здесь нитки великолепные. Вот такие вот цвета. Вот такие. Всякие разные есть. От белого до самого темного. А по зелени. Какая красота. Просто обалдеть. Цвета великолепные. Ну, в общем, не нарадуюсь. Нравится мне, конечно, начинать. Переключаюсь с процесса на процесс, чтобы не заскучать. Один день вышиваю одно, второй день другое. Ну, бывает 2-3 дня могу посидеть, конечно, если процесс не отпускает. Ну, а так 42 цвета, как я уже говорила. Шикарные ниточки. Вот. Ну, и может на меня будут девочки ругаться, что я вот это вот такое себе беру и вышиваю без пялец. Безобразие. Ну, я так смотрю, вроде бы и ничего получается. Крестики. Ну, и из-за того, что 2 прокола, мне так удобнее, и я быстрее дело идет. И вот он цвет, который я
взяла совсем не тот, белая, другая ниточка. Ну, в общем, ладно, это тема другая. Вот этот мой третий старт. Стартанула я золотое руно. И будет процесс этот у меня вышиваться. Наконец-то я до него дошла. Посмотрите еще раз, какая-то красота. Березоньки. Уголок России, но у нас и в Украине есть такая красота. Нравится мне очень сильно. Золотое руно. Классные наборы. 18 каунт. Ну, в общем, все здесь хорошо. И ниточки Мадейра. Класс. И последний покажу вам наборчик, который я начала. Это Joy Sunday. Мои любимые китайские наборы. Магнолия. Сюжет Dimensions. Тоже снят с производства. И что я здесь навышивала. Вообще этот набор у меня когда-то брала дочка моя. Говорит: мама, можно повышивать что-нибудь? Пыталась она, хотелось ей что-то попробовать. Она попробовала. Здесь вот это вот все полукрестом зашивала она. Ну, зашила и положила. Все. И забыла, и больше ей ничего уже не хотелось. Попробовала, я думаю, ну что, она вот начала его и запрятала себе, и все, и пускай он у нее лежит. Я много раз видела отшив этого набора. Девочки вышивают, получается великолепная красота. Вот это магнолия. Ну и, как вы знаете, кто смотрел мои предыдущие видео, я очень люблю нанесеночку. Сам наборчик, вернее, сам сюжет небольшой. Совсем 31 на 54 сантиметра. Ну так это походу вся тканюшка. Совсем он узенький. С ним тоже, если сесть, я думаю, его вообще за неделю можно вышить. Если сугубо только за него браться. Ну а потом я вот это же взяла. И все остальное, то, что здесь вышито немножечко, решила я уже продолжать после моей доти. Вот, вышивала вот эти вот ягодки. Вот здесь повышивала. Фон начала вышивать. Ну, и здесь полукрестом. Ну, в общем, он очень-очень легкий. И вот это вот я тоже здесь повышивала. Ну, в общем, тоже песня. Особое удовольствие, китайские наборы. Но я себе в этом удовольствии не отказываю. Очень я их люблю. И вышиваю как оригиналы, так и китайские наборы. Вот это их ниточки. Тоже цвета, тоже классные, все красивые. Не заскучаешь. С такими цветами не заскучаешь. От белого до черного. И желтые, и голубенькие, и зеленые. В общем, класс. Вот это был мой 4-й старт, девчонки. И не смогла себе отказать в стартах. Куча, конечно, лежит наборов, которые надо вышивать по плану, все завершать. Есть, конечно, у меня сюжеты, которые уже совсем идут к финишу. Ну, ничего. Я думаю, будут и финиши. Ну, со стартами вот это вот я начала, тоже их надо теперь двигать к финишам. Ну и что вам еще сказать? Поначинала, оторвалась, так сказать, тоже. Очень мне это все нравится. Я же говорю, я бы каждый день бы начинала. Все супер, очень нравится. И спасибо вам большое за просмотр. Желаю вам самого хорошего, здоровья крепкого, самое главное, благополучия, вдохновения на вышивку. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. И всем пока-пока!